Давайте поговорим об олигархах. Тем более, что и повод хороший есть. Благодаря одному из них все мы с вами стали немножечко беднее. Алишер Усманов, богатейший человек России с состоянием больше 13 миллиардов долларов, отказался от налогового резидентства в России. Хотя какие прекрасные слова он говорил всего 3 года назад. Значит, я горжусь, что я живу в России, что я россиянин. И что российский. Это значит, что он официально уведомил российские власти о том, что большую часть года он живет в Великобритании и Швейцарии, поэтому больше не будет платить налоги в России. На практике это означает вот что. Есть олигархическая империя Усманова, она называется Металлоинвест. И основным источником заработка в этой империи являются горно-обогатительные комбинаты. Такие гигантские предприятия, построенные еще при Советском Союзе, а потом приватизированные. Они принадлежат офшорным кипрским компаниям, а кипрские компании принадлежат другим кипрским компаниям, а те принадлежат следующим компаниям. Ну, в общем, в конечном итоге все это принадлежит Алишеру Усманову. И вот по закону эти горно-обогатительные комбинаты переводят прибыль своим владельцам, то есть офшорам. А те переводят деньги уже своим владельцам, тому самому олигарху. И вот он, как налоговый резидент, обязан заплатить с этого налоги, но не хочет. И поэтому сообщает нам с вами: «Hello, мои дорогие друзья из России, я больше в вашей стране не живу, и платить я вам налоги не буду». И вы знаете, о ком я думаю в этот момент? Я думаю о рабочих Лебединского горно-обогатительного комбината или Михайловского комбината, о горняках и литейщиках других предприятий, скупленных Усмановым. Эти люди за копейки фигачат в цехах и карьерах, с головы до ног покрытые пылью. Они дышат этой пылью, они работают на вредных предприятиях, они умирают намного раньше среднего, они становятся инвалидами в молодом возрасте для того, чтобы Усманов зарабатывал свои миллиарды. А он даже и платить налоги в России не хочет. Вот, ну какую бы они там ни построили ветвистую юридическую схему владения активами, но мы с вами же на самом деле понимаем, что реальный источник его богатства — вот эти самые подземные рудокопы, вытаскивающие из-под земли на продажу железнодородный концентрат, который принадлежит нам всем. Это природное сырье и национальное богатство России. Вот знаете, какая средняя заработная плата на одном из крупнейших предприятий Усманова, Михайловском горном комбинате? 38 тысяч рублей. 38 тысяч просто за тяжелейший труд во вредных и опасных условиях. И это тоже источник обогащения для Усманова. Но он просто не доплачивает своим рабочим. Сколько получает шахтер в США, в стране, куда Усманов радостно инвестирует деньги, заработанные в России? 330 тысяч рублей в месяц. И уже вот в этот момент я знаете, о чем думаю? О прекрасной яхте под названием Дильбар. Мы про нее делали отдельный ролик, вы можете посмотреть, вот ссылка висит. Это самая большая и самая роскошная яхта в мире. И Алишер Усманов недавно купил ее за 600 миллионов долларов. То есть на яхту у него деньги есть, а на налоги для России или на зарплату своим рабочим у него денег нет. Вот я посмотрел в Википедии, общее количество работников предприятия Усманова 60 тысяч человек. Если у него на всех предприятиях такая средняя зарплата, как на Михайловском комбинате, то получается, что на покупку яхты для своих развлечений ушла 1,5-годовая зарплата вообще всех сотрудников. Вот. Пройдет какой-то период, и люди все привыкнут к тому, что деньги зарабатывать — это такая же работа, как и любая другая. И, конечно, тут мне сейчас кто-то скажет: ну, Алексей, это же капитализм. Ты что же, выступаешь против права бизнесмена распоряжаться своими деньгами, как ему хочется? Ну, покупать себе яхту, например. А я отвечу так: я не выступаю против капитализма. Я просто не считаю, что это все капитализм. И не считаю ни Усманова, ни других сырьевых олигархов бизнесменами вообще. Эти люди ничего не создали, они ничего не придумали, они просто наживаются на старых советских предприятиях и продаже сырьевых ресурсов, принадлежащих и мне, и вам, и всем остальным. Это чудовищная, извращенная и несправедливая система. Пусть они идут к чертовой матери с таким капитализмом, где все национальные богатства принадлежат паре десятков человек, путинским друзьям и путинским олигархам. Такого нет ни в одной капиталистической стране, ни в Европе, ни в США. Вот вы сейчас включите телевизор, и там вам расскажут, какие враждебные действия ведут против нас зловещие силы Запада.
но ни слова там не скажут о том, что уже 17 основных российских олигархов сбежали из налогового резидентства нашей страны, и Кремль не имеет ничего против этого, хотя вот она, самая настоящая война против нашей страны. Что нужно делать в этой ситуации? Понятно. Можно изменить законодательство так, чтобы сырьевые олигархи платили действительно большие налоги, такие, как они платят во всех странах. Но кто не хочет этого больше всего? Кремль, потому что там сидит главный олигарх, и он тоже прячет свои капиталы за границей. Если вы согласны с моим отношением к этой проблеме, помогайте распространять это видео. По телевизору такого не расскажут. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.